Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу предложить вам самый эффектный и нарядный джемпер для лета. Вся прелесть этого джемпера, я считаю, в крупной вязке. Я не знаю, как так получилось, но я заметила, что джемперы и вообще модели крупной вязкой пользуются особой популярностью у вязальщиц. Видимо, вот это вот эффект крупной, красивого, рельефного какого-то вязания привлекает внимание. И очень нравится и мастерицам, и вообще женщинам в целом. Да? Согласитесь, джемпер весьма эффектный. Давайте я вам сейчас его полистаю. Ну, вот такой синий цвет могу вам предложить. Цвет нежный такой, лимонный цвет, ну и вот этот цвет, который вот так его можно кокетливо носить, да, по-современному. Очень хорошо он будет смотреться и для женщин молодых, и для среднего возраста, и для постарше кто, да, то есть вот такой классический вариант, как бы можно себе представить. Обратите внимание, у нас вырез горловины очень глубокий, я его сделала 12 сантиметров, но мне прям, знаете, кажется, что здесь прям все и 18-19, да, то есть вы под себя отрегулируете, то есть он очень похож на пуловер, да, но все-таки вот эта закругленность в середине говорит о том, что это у нас такой классический округлый вариант выреза горловины. Вот. Можно его, конечно, и пуловером связать, в принципе, будет хорошо смотреться. Но дизайнер сделал вот такой вот вариант с крупным таким вырезом, очень крупным. Так, ну, у нас крупная вязка, сочетается ажурный узор с платочной вязкой. И, как вы видите, очень-очень красиво смотрится. Спущенный рукав, все детали вяжутся раздельно. Здесь очень хорошо видно скос плеча, мы его тоже учли. А хочу обратить внимание на вырез горловины, девочки. Посмотрите, как он интересно оформлен. Вот еще крупнее приблизила, да. То есть я предлагаю, в принципе, в конце взять, просто обвязать одним столбиком без накида крючком для красивого вот этого обрамления. Вот, чтобы скрыть все неровности, когда мы будем петельки последовательно закрывать. Здесь машинная вязка, поэтому здесь машина вот так у нас все это красиво тоже оформила. У нас ручная вязка, поэтому вот такой вариант. И очень красиво здесь, смотрите, как тоже платочная вязочка. 4 петли у нас идут вот так вдоль вдоль выреза горловины. То есть идет убавки, да, и затем идут 4 петли платочной вязки. Вы можете это себе также зафиксировать и выполнить вот именно таким образом, заостряя ваше внимание, как это красиво и эффектно смотрится. Так, ну давайте еще посмотрим сам узор. Ну, узор очень простой, справится любая начинающая вязальщица. Очень длинные рукава сейчас стали модные. Рукава делайте, девочки, под себя, какая вам угодно, удобно будет длина. Вот, в общем, вот такая красивая, эффектная летняя вещь. Можно ее связать, и она может даже будет красивее смотреться, чем у них здесь в оригинале на машине связаны. Так, мы с вами свяжем сегодня, схема есть, вот в лимонном цвете, в нежном таком, и вот на спинка. Давайте спинку тоже внимательно рассмотрим. Смотрите, девочки, по спинке у нас нет выреза, мы не вывязываем. Мы закрываем все петли спинки одним, значит, рядом, да, то есть вот так, но плечо, явно скос плеча здесь тоже очень сильно заметен, да. То есть вот такая вот особенность модельки. Нижняя планка у нас резинкой 1 на 1, везде и рукав, и спинка, и перед связаны, так что имейте это в виду. Вариантов расцветок море, выбирайте под себя все, что вам нравится. Вот. Мне вот понравился вот этот цвет чайной розы, и я его с успехом сегодня вам продемонстрирую. Пряжу подобрала, практически очень подходит, идеально смотрится, просто будет эффект вау-вау-вау, да, то есть супер эффект. Давайте сейчас смотрим выбор пряжи.
И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания этого красивого джемпера я предлагаю пряжу Газал Baby Cotton XL. 50 грамм, 105 метров. Цвет у нас 34-44 XL. Вот такой цвет, очень приятный, красивый, нежно такой, знаете, цвет чайной розы. Я не знаю, как назвать. Вот так выглядит наш узор. Сочетание платочной вязки у нас идет с ажурными такими красивыми треугольничками. Пряжа довольно, как вы видите, такая больше средней толщины, да, то есть крупная вязка получится, очень такая эффектная. Посмотрите, как красиво укладываются петельки, да, в полотно. Все так ровненько, так все прям заманчиво выглядит. Спицами я вязала узор 4, номер 4. И вот так он смотрится очень эффектно, красиво. И очень так, мне прям очень нравится. Посмотрите, как это красиво смотрится, крупная вязка. Эффектно. У меня есть еще два варианта цветов, которые цвет, значит, вот такой, то же самое, да, только цвет. Так, а где у нас цвет? Вот. Также 34-35, такой ярко уже розовый. И вот такой еще цвет, очень тоже интересный. Это цвет 34-22 XL. Так, вы видите, что у нас 50% хлопок и 50% акрил. Пряжа имеет приятный такой, знаете, вискозный блеск, как будто сюда добавлено какая-то шелк какой-то, да, или вискоза. Ну, в общем, имейте в виду, что мне эта пряжа очень нравится. Вещь такая приятная получается. И, в общем, очень мне она импонирует. Следующие варианты пряжи, которые я хотела бы вам в качестве альтернативной предложить. Такой же толщины будет у вас полотно смотреться, то есть плотность попадете. Alize Cotton Gold Pratica называется пряжа. Это тоже Турция. У нас с вами цвет вот голубой 728, тоже полухлопок, 55% хлопок, 45% акрил. Очень тоже приятная пряжа, и метраж у нас в 100 грамм 220 метров. То есть она чуть-чуть может быть тоньше, чуть-чуть может быть тоньше. Очень хорошая пряжа, тоже я от нее в восторге. Она даже дешевле, конечно же, вот той, которую я вам сейчас предложила. Первая Alize, вот у меня разные расцветочки имеются этой пряжи. Не все я принесла, смотрите. Вот такие вот цвета. То есть, девочки, масса всяких вариантов для вязания джемперов крупной вязки вот этим красивым узором, очень простым. Любая начинающая свяжется. Когда вы посмотрите выставку, вы поймете, что я ничего не преувеличиваю. Это реально для начинающих. То есть быстро, легко и ненапряжно вы свяжете красивую, эффектную вещь, которая вам очень понадобится и летом, и весной. В общем, нарядиться и пойти модничать, да. И, кстати, на любой возраст такая вещь будет хорошо смотреться. Все, мои дорогие, давайте посмотрим схему, которую я нарисовала. Схема узора выглядит вот таким образом. 14 петель ширина у нас раппорта и 18 рядов высота. Вот здесь вот ряды плохо видно, да, вот отсюда начинаем 1, 3, 5, это лицевая гладь идет, 6 рядов, да, и далее у нас идут 7, 9, 11, 13, 15 и 17 ряды.
Условное обозначение, пустая клеточка – это лицевая, но также я ее вертикальной черточкой обозначила. Треугольник равнобедренный, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И вот эти вот прямоугольные треугольники – это 2 вместе лицевой, они у нас используются с наклоном вправо, с наклоном влево, и они у нас используются только в крайних рапортах. Все центральные рапорты вяжутся 3 вместе одной лицевой. Ну, об этом чуть позже. Кроме того, начинается вязание у нас с 12 рядов платочной вязки. Вот я здесь внизу написала платочная вязка 12 рядов. Все, мои дорогие, вот очень простой узор. Мы с вами его сегодня свяжем, не будет никаких у вас проблем с тем, как его вязать. Вот такая выкройка у нас с вами будет использоваться. Здесь не все размеры я поставила. Все детально мы разбираем с вами в части после того, как свяжем образец узора, рассчитаем плотность и начнется расчеты. Расчеты будут составляться сегодня на такие размеры. Давайте посмотрим. Вот здесь я написала, вот такое описание будет выложено под видео. Размеры будем использовать 2 блока размеров. Первый блок 42, 44, 46, второй блок 48, 50, 52. Я их так объединила. Поскольку у нас очень свободный крой, джемпер оверсайз и широкий раппорт 14 петель. Чтобы красиво расположить раппорты, пришлось прибегнуть к такому объединению. Ну и начинаем мы с вами с того, что будем вязать планочку резинкой спицами 3,5. Основной узор вяжется спицами номер 4. Имейте это в виду. Здесь я вот немножечко неправильно написала. Мы же вяжем узор спицами номер 4, а планку вяжем на пол размера меньше, чтобы она потоньше была, да, такая поплотнее резиночка. Так, ну все, здесь я очень подробно рассказываю, читайте под видео это описание в виде текста, очень вам удобно этим пользоваться. Каждую цифру обосновываю в расчетной части, откуда взялись эти 87, 101 петля, все расскажу. Как сформировать скос плеча, пожалуйста, последовательность идет. Первый раз по 8 петель закрываем, и далее в каждом втором ряду 5 раз по 4, и для второго размера 5 петель, кто не понимает, да. Все вот эти вот нюансы все отражены в этом описании. Сейчас мы смотрим, будем вязать образец узора. Для вязания, девочки, нашего узора я начала с платочной вязки. У меня связано сейчас 10 рядов платочной вязкой, и я вяжу сейчас 11-12 ряды еще платочную вязку, но это просто лицевые, кто не знает. Лицевые петельки мы вяжем и в лицевом ряду, и в изнаночном ряду. Для вязания образца я набрала 31 петлю. У нас будет 2 раппорта здесь располагаться по 14 петель, 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Так, довязываю я платочной вязкой 11 ряд, 12 ряд переворачиваем, также вяжем платочной вязкой, то есть все петли лицевые. И да, затем у нас начинается с вами раппорт узора. Высоту он составляет 18 рядов. По схеме будем вязать. Самостоятельно довязываем. Итак, девочки, первые 6 рядов нашего узора мы вяжем простой лицевой гладью. То есть первую кромочную снимаем, и все петли у нас в лицевом ряду вяжутся лицевыми, а в изнаночном ряду, которые будут являться все четные ряды, мы будем вязать изнаночные петли. То есть сейчас я вяжу 30 петель, 31 петлю вот лицевой. Так, доходим до конца, кромочную вяжем изнаночной, последнюю петельку, переворачиваем, и 2, 4 и 6 ряды вяжем изнаночными петельками.
Итак, девочки, связано 6 рядов лицевой глади. И мы приступаем с вами к 7 ряду узора. Сейчас пойдет ажурная часть. И мы вяжем первые, кромочную сняли и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, дальше у нас с вами вяжется 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Я для этого меняю первую и вторую петельки местами, так, чтобы у меня первая была за работой, а вторая поверх первой накидывалась. И все 3 вяжу 1 лицевой. Все. 3 вместе с выделением центральной петли. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, накид. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас с вами вяжутся 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. А теперь я хочу пояснить, где здесь у нас с вами раппорт и как это так у нас с вами получилось. Для этого посмотрим на схему. Смотрите, девочки, вот я выделил наш раппорт. 14 петель он составляет. Но у этого узора такая особенность. Крайние вот эти вот полураппорты, я бы так сказала, здесь 7 петель, а здесь 8 петель. То есть один раппорт мы разделили пополам, да, нам так удобно будет вязать. И здесь у нас идут 2 вместе лицевой, чтобы уравновесить накиды, да. А здесь в центре, центральные вот эти все раппорты будут вязаться как 3 вместе лицевой. Вот наш основной раппорт. Так должно начинаться полотно, и так должно заканчиваться полотно. И в центре идут нужное количество раппортов по 14 петель. Понятно? Об этом мы будем говорить чуть позже, когда начнем распределять петли по размерам. Так, значит, 8 ряд переворачиваем, вяжем все петли изнаночные, в том числе накиды. Так, у нас с вами 9 ряд мы вяжем следующим образом. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем, затем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, 3 лицевые вяжем, снова делаем накид, 4 лицевые вяжем, 1, 2, 3, 4, и у нас 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Также первые и вторые петельки поменяю местами так, чтобы вторая петля у нас легла поверх первой. И все 3 вяжем 1 лицевой. Затем вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. Снова 4 лицевые. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Вот таким образом у нас связалось с вами. Переворачиваем. И у нас изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. То есть все петли изнаночные. 11 ряд вяжем. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И далее у нас 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Опять 3 лицевые. Делаем накид. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем снова накид. 3 лицевые.
и завершаем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Связали. Изнаночный ряд, вяжем все петли изнаночные, вяжем 13 ряд. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, делаем накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, делаем накид, 2 лицевые, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Далее снова 2 лицевые, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, делаем накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. Изнаночный ряд, вяжем все петли изнаночные. Итак, 15 у нас с вами ряд. Вяжем кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, делаем накид и 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали. Делаем снова накид, лицевая, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем образец наш и вяжем с вами изнаночный ряд изнаночными петлями. У нас с вами 17 ряд. Это последний лицевой ряд раппорта. Мы вяжем кромочную, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид и у нас 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Связали 3 вместе, 1 накид и снова 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. И последний ряд раппорта вяжем изнаночными петельками. Так, вот таким образом у нас связался с вами раппорт узора полностью. И сейчас идет снова начало. Начинаем мы снова с платочной вязки. 6 вот этих, смотрите, 6 зубчиков вот этих платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 составляют у нас, собственно, 12 рядов, да, платочной вязки. И затем мы приступаем к вязанию вот этой схемы, вот, в которой содержится 18 рядов. Вот эта схема. То есть все повторяется, да? Сейчас я еще раз свяжу платочную вязку, девочки, и, наверное, мы сделаем с вами влажную тепловую обработку. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Обдаем наш образец и давайте его потянем по вертикали, по горизонтали. Он очень влажный, хорошо очень тянется. Так, еще разочек.
еще потянем и в ширину тоже вытянем. Все, вот так ровненько оставляем сохнуть. Итак, наш с вами образец, девочки, высох. Такой он выпрямленный стал, красивый, еще красивее, да? Давайте измерим плотность. Простую линеечку берем и измеряем ширину образца. Вместе с кромочными участвует у нас все. Так, у меня получается 18,5 сантиметров и 31 петля у нас участвовала в узоре. 31 разделить на 18,5. Получается плотность, ну, 1,7, скажем так, округляем в большую сторону. Давайте запишем в 1 сантиметре 1,7 петель. Так, теперь следующая величина — это вертикальная плотность. Берем высоту образца, измеряем. 16,5 у меня сантиметров. Считаем, сколько полных рядов. У меня 40 рядов. И надо разделить на 16,5 сантиметров. Получаем число 2,4. Давайте запишем, что средняя плотность по узорам в 1 сантиметре 2,4 ряда. С этими цифрами сейчас будем делать расчеты. Вот такую выкройку, девочки, я предлагаю для наших расчетов. Сегодня будем составлять описание для нашего джемпера на размеры 42, 44, 46. Это одна. Идет у нас ширина и длина. И я объединила группу размеров 48, 50, 52. Это вторая ширина. Первая ширина 51 сантиметр спинки переда, да? Вторая 59 сантиметров спинки переда. И в петельном эквиваленте я сразу посчитала, умножив на нашу плотность, которую только что мы считали. В 1 сантиметре 1,7 петель по горизонтали. То есть 51 умножить на 1,7 получаем 87 петель. Дальше 59 умножаем на 1,7, получаем 101 петлю. Теперь наша задача распределить узоры. Но прежде всего начну с того, что, как всегда, все наши детали вяжутся снизу вверх. Мы вяжем с вами нижнюю планку на высоту 6 сантиметров резинкой 1 на 1. Хотите 2 на 2, то есть тут без разницы, по вашему желанию. И затем уже переходим на вязание узора. Рекомендую для резинки взять спицы на полразмера меньше, то есть номер 3, а вязать узор мы будем спицами номер 4. Нет, тут 3,5, а тут 4, то есть перепутала, извините. То есть здесь, еще раз пишу, номер 3,5 берем для резинки. Основной узор вяжем спицами номер 4. И далее вяжем, значит, следующим образом распределяя узоры. Первый размер. У нас с вами раппорт составляет 14 петель. 7 петель у нас идут перед раппортом. Вот таким образом мы вязали образец. И 8 петель идут за раппортом. Вот таким образом мы тоже здесь показываем. То есть начинаем мы узор вот с этого половинчатого раппорта. Затем вяжем подряд 5 раппортов по 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Да? И все это заканчивается 8 петлями по схеме. Вот этими 8 петлями. Так, ну и соответственно 2 кромочные еще здесь. Это 8-7 петель. Для второго размера такое же расположение. Только по центру идут не 5 раппортов, а будет идти 6 раппортов. И 7-й раппорт делится пополам. То есть первая половина идет в начале, вторая половина в самом конце. Вот такое расположение. Понятно, да? А в сумме это будет 7 раппортов, 1 петля для симметрии. Но это не буду вас путать. В общем, вот такое расположение узоров у нас с вами
будет в моих рекомендациях. Кромочные тоже я не забыла включить. Так, далее. Общая длина изделия я взяла 61 сантиметр на все размеры. Длина, конечно же, это по желанию, по вашим меркам. У нас у всех разный рост. Пожалуйста, эту циферку под себя откорректируйте. Так, высота проймы у меня будет 20-22 сантиметра в зависимости от размера. Скос плеча будет иметь высоту 4 сантиметра. Сразу перевела в ряды. Это 10 рядов. Путем умножения на плотность по вертикали. Вот эта цифра, которую мы вторую получили, 2,4. Эту цифру я умножила на наши сантиметры по вертикали 4. Получилось 10 рядов. Будет скос плеча формироваться на высоту 10 рядов. Как его оформить? Как его красиво вот так вот равномерно закрывать, я рассказываю в описании под видео. Эта инструкция выложена совершенно бесплатно под видео. Читайте, там все подробно есть. У спинки петли вырез горловины не формирую, просто закрываем одним разом 31-35 петель в зависимости от размера. Ширину беру я для первого размера 9 сантиметров, для второго 10 сантиметров. Так, ну то есть это половинчатый размер, то есть здесь получается 19 и 20 сантиметров, понятно, да? Глубину выреза по переду я беру 12 сантиметров. Все это отражено в инструкции, то есть на какой высоте вы приступаете к вязанию выреза и красивому формированию вот этого закругления, все вы можете прочитать в инструкции под видео. На этом я сейчас не заостряюсь. Единственное, только сразу говорю, все, девочки, вертикальные размеры переводите в ряды. То есть вот у меня от нижней планки до выреза переда стоит мерка 43 сантиметра. Я умножила на 2,4 плотность по вертикали, получилось 104 ряда. И когда будете вязать, пожалуйста, считайте ряды. Считайте ряды, а не надо ничего измерять сантиметрами. Не надо. После стирки изделие вытянется, как правило, и совсем ваши все сантиметры пропадут, и получится, в общем-то, не то, что вы хотели по длине. Поэтому, пожалуйста, используйте правильную технологию вязания с использованием наших плотностей по вертикали и по горизонтали. Так, с этим мы разобрались, да? Теперь к рукаву давайте перейдем. У рукавчика на планку нижнюю набираем 45 петель, также спицы берем 3,5. Вяжем резиночку на высоту 10 сантиметров. Общую длину рукава я взяла 46 сантиметров. Тоже очень такая индивидуальная мерка, которая зависит также от вашего роста и от вашего желания. Кто-то хочет рукав подлиннее. Вы видели, сейчас это стало очень модно, чрезмерно длинный рукав, да? Кто-то хочет обычной длины, да, нормальной. Поэтому, пожалуйста, мерка тоже должна быть очень индивидуальная. Сейчас я заостряю внимание, как сформировать скос вот этот рукава. Для тех, кто недавно на моем канале, наверное, не знают, как это сделать, и я вам сейчас расскажу в 2 словах кратко. Смотрите, скос считается следующим образом. Внизу нам известно, сколько будет петель, 45. Узоры распределяем следующим образом. Также начинаем 7 петель нашего по раппорту 7 петель первой, да, затем 2 раппорта идут по 14 петель, все заканчивается 8 петелями также по схеме и 2 кромочные. В сумме это 45 петель. Вот такое расположение, понятно, да? Дальше переходим на спицы номер 4 и начинаем вязать вот этим узором, прибавляя по скосу. Равномерные должны быть прибавки по одной петле справа и слева одновременно. Как рассчитать эти равномерные прибавки? Для этого прежде всего мы должны знать, сколько у нас в самой широкой части будет петель. Я также посчитала с использованием горизонтальной плотности.
То есть вот у нас стоит пройма 20 сантиметров. Здесь это размер удваивается на 2, то есть 40. И умножаю я все на нашу плотность по горизонтали. 1,7. Получаю 67 петель. Для второго размера получилось 75 петель. Я 44 сантиметра умножала на плотность 1,7. Так, вот мы теперь знаем эти цифры. И из верхней цифры 67 я отняла 45. Получилось 22. 22 я разделила на 2 скоса. У нас 2 скоса. И получилось на каждый скос надо прибавить 11 петель. Также я сделала со вторым размером. И теперь смотрите, высоту скоса смотрим от нижней планки до окончания рукава. У меня мерка стоит 36 сантиметров. Умножаю на вертикальную плотность 2,4. Получаю 86 рядов. То есть от нижней планки до окончания рукава надо связать 86 рядов. И теперь эти 86 рядов я буду делить на 11 петель. У меня получается прибавка в каждом 8 ряду. Понятно, да? Также я посчитала для второго размера 15 петель в каждом 6 ряду прибавка. Все, мои дорогие, вот собственно и все. Все эти петли, которые вы будете прибавлять, вы можете включать в лицевую гладь, либо включать в узор по смыслу, там как будет получаться. То есть здесь как хотите, да, то есть если у вас платочная вязка идет, естественно, это должно быть продолжением платочной вязки, да, поскольку у нас с вами вот такая вертикальная составляющая идет узоров, чередуются разные узоры, да, платочная вязка и наш лицевой узор с ажуром. Поэтому здесь, конечно, надо по логике, да, действовать. И петли, которые вы прибавляете по скосу, включать по логике в тот узор, на котором у вас пришлась петля прибавленная. Понятно, да? Ну все, мои дорогие, я надеюсь, что довольно простая у нас здесь технология, очень простая выкройка. Узор быстро свяжется, потому что крупная вязка. И джемпер очень красивый и оригинальный. Желаю вам удачи, до новых встреч!